Джон устроился рейнджером в австралийский заповедник больше года назад. Его работа — защищать животных от браконьеров и прочих злоумышленников, которых в последнее время появилось слишком много. Однажды Джон фотографировал местную флору и фауну для своего нового документального фильма, как вдруг сзади к нему подошла львица. Мужчина обернулся и замер, не успев даже испугаться. Львица, на удивление, не проявляла агрессии, более того, весь ее печальный вид словно кричал: «Помоги мне, человек». Возможно, Джону так лишь показалось, ведь люди часто додумывают за других. Они стояли и смотрели друг на друга до тех пор, пока львица не развернулась и не двинулась в ту сторону, откуда появилась. После секундного замешательства заинтригованный Джон, несмотря на подсознательный страх где-то внутри, направился за ней. Сейчас он больше доверял интуиции и профессиональному чутью, чем неизменным инстинктам. Если бы она собиралась напасть, то уже сделала бы это. Джон издалека приметил нечто большое под деревьями, куда направлялась его спутница, но что это такое, он понял, только когда подошел ближе. Это был лев, некогда гордый, сильный и величественный альфа-самец Прайда. Сейчас он выглядел максимально жалким и больным. Бедняга лежал без сил, а с его животом было что-то странное. Такого неестественного вздутия Джон никогда раньше не видел. Оставить бедного льва лежать под деревьями Джон не мог, он слишком любил животных. Он позвонил начальнику и коллегам, и те полностью поддержали решение помочь страдальцу. Вскоре другие рейнджеры подъехали к Джону. Теперь это была общая проблема. Никто не знал, что делать с недугом льва, никто из присутствующих, как и Джон, никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался. Наконец мужчины позвонили ветеринару и описали всю ситуацию. Ветеринар Джессика Оллан удивилась и попросила рейнджеров, во-первых, не провоцировать льва, не подходить к нему слишком близко и не трогать его. Он мог принять любые попытки помочь за агрессию и ответить взаимностью, чтобы защититься. Во-вторых, от рейнджеров требовалось усыпить его и после этого осмотреть более тщательно. Она должна знать, где конкретно у льва проблемы, чтобы сказать, как ему помочь. Джон первый нашел льва и чувствовал ответственность за него, поэтому сам вызвался выполнить последнюю просьбу доктора. Сложилось все удачно. Джон действовал аккуратно, лев подпустил его ближе, и вскоре он заснул. Рейнджеры осторожно ощупали живот и сообщили ветеринару, в каком именно месте у льва вздутие. Они сразу почувствовали изменения в голосе Джессики. Она нервно сообщила, что, если они не ошиблись, то что бы ни находилось в желудке, оно не могло попасть туда естественным путем, и это нужно срочно доставать. Требовалась операция. Недолго думая, Джессика позвонила в полицию и сорвалась спасать львиную жизнь. Она понятия не имела, где находится усатый пациент, окруженный людьми, и как их всех найти, плюс она плохо ориентировалась в местной саванне и боялась заблудиться. Однако в штаб-квартире рейнджеров точно должны были знать, где их коллеги, поэтому первым делом Джессика поехала туда. Действительно, один из сотрудников пообещал подготовить подробный план проезда по саванне на внедорожнике. Это сложно, особенно неподготовленному человеку, но вполне реально. Шло время, Джессику ждал путь длиной около 4 часов, и у рейнджеров появилась проблема. Действие успокоительного закончилось, и их новый знакомый, оценив по пробуждении ситуацию, вознамерился уйти от людей. В команде начались разногласия. Одни утверждали, что неразумно тратить столько времени и сил на одного умирающего льва, в то время как другим животным тоже может понадобиться помощь. Другие же, среди которых был Джон, не могли позволить погибнуть даже одному единственному животному,
пока оставался хоть малейший шанс спасти его. К счастью для Льва, количество желающих помочь перевесило, поэтому никто не отпустил его умирать. Оставалась другая проблема — закончились транквилизаторы. Все малочисленные запасы ушли на первое усыпление, успокоительного потребовалось больше обычного из-за серьезных размеров Льва. Джессика прихватила транквилизаторы с собой, но как ее дождаться? Как задержать зверя на месте? Какое-то время рейнджеры загораживали джипами все пути к отступлению. И вот показался внедорожник Джессики. Лев к тому времени немного отдохнул и еще сильнее озлобился на мешающих людей. Возможно, новую машину он принял за очередную опасность, поэтому тут же вскочил и накинулся на ближайший джип. Многие рейнджеры, годами работая в саванне, так или иначе сталкивались с нападениями львов, и они явно не хотели повторения, зная, насколько серьезно это может обернуться. Кто-то не выдержал и отъехал назад, размыкая тем самым кольцо вокруг льва. Хищник остановился, как будто не верил своему счастью. Его замешательством и воспользовалась подоспевшая Джессика. Она выбралась из машины, вооруженная шприцом, и осторожно подошла к будущему пациенту сзади. В отличие от рейнджеров, спрятанных в джипах, она была абсолютно беззащитна, и если бы льву вздумалось на нее напасть, то все бы закончилось печально. Джессика воткнула в нижнюю заднюю часть хищника шприц с успокоительным, а через несколько минут зверь уснул. Основные инструменты для операции Джессика прихватила с собой в огромном чемодане, а рейнджеры, пусть и не разбирались в медицинских тонкостях, были готовы помогать. Они перенесли льва на самодельный операционный стол, повернули в нужную позу, и Джессика принялась работать. Ее действия были профессиональными, а она резала точно, осторожно и быстро. Вскоре все увидели, что внутри льва был не переваренный кусок мяса. Да не обычный, а с сюрпризом, с аккуратным блестящим микрочипом. Подъехала полиция. Очень вовремя, потому что Джон вспомнил, как недавно поймал парочку подозрительных людей и забрал у них не менее странное устройство, которое возил с собой в джипе. Джон не знал, что это за прибор, зато полицейские, как оказалось, уже сталкивались с чем-то подобным. Около месяца назад они арестовали человека, у которого было похожее устройство. Все эти приборы и микрочипы, как пояснили полицейские, созданы, чтобы следить за животными, не привлекая лишнего внимания со стороны рейнджеров, полицейских и других служителей закона. Браконьеры скармливали львам мясо с сюрпризом, после чего всегда знали, где их подопечные, и могли подобраться к ним в любой удобный момент, когда рядом не было зоозащитников. Когда Джон закончил разговаривать с полицией, Джессика успела зашить рану, а сам лев немного прийти в себя. Он выглядел растерянным, все еще слабым, но от него не исходило ни враждебности, ни агрессии. Вскоре хищник поднялся на лапы и, медленно оглядевшись, неспешно двинулся прочь. Сначала его походка была неторопливой, но чем дальше он отходил, тем увереннее передвигался. Джон заметил, что далеко впереди его встречала львица, возможно, та самая, которая рискнула привести сюда человека и потом таинственным образом исчезла. Джон и Джессика переглянулись. Все присутствующие чувствовали себя спасителями, но именно эти двое проявили себя героями, смелыми, решительными, готовыми рискнуть. Без их вмешательства в судьбу льва его жизнь оборвалась бы со дня на день. Если не из-за вздутия, так из-за браконьеров, которые выследили бы всю стаю по микрочипу. Джессика попросила Джона понаблюдать за львом. Как любой хороший доктор, она переживала за своих пациентов. Но Джона не надо было просить, он и сам не собирался прощаться со своими дикими друзьями. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.
До свидания.